Всем чао-чао, меня зовут Кичик Эдуард, моя тема ландшафтная архитектура, архитектурный скетчинг, ландшафтный скетчинг и интерьерный скетчинг. Вот сегодня будем рисовать такое простое красивое кресло для того, чтобы вы могли увидеть, как можно просто и быстро идти в эту историю. Все начинается с линии горизонта. Линия горизонта — это то, что у вас всегда на уровне глаз, то, куда сходятся все точки перспективы. Вот вы сейчас это увидите. Начинаем рисование кубика с построения его нижней плоскости. И ставим точку, которая будет обозначать переднюю к нам грань нашего кубика в двухточечной перспективе. Посмотрите внимательно этот момент, и вы все поймете, тут ничего сложного. А на линии горизонта я поставил две точки, в которые буду отправлять все лучи, которые создают перспективные сокращения моего кубика. Вот, например, ближняя к нам точка — это ближняя к нам грань кубика. Точка справа — это правая грань. Точка слева — это, соответственно, левая грань. От этих точек мы отправляем лучи в точки схода на линии горизонта. И вот такой получился у нас квадрат в перспективном сокращении. И теперь, чтобы получить из него параллелепипед, достаточно просто провести линии вверх. Линии вверх, вертикальные, параллельные. Она у меня немножко кривая, но вы можете нарисовать ее более прямой. И, соответственно, там, где наши линии поднимаются выше точки горизонта, они все равно отправляются в наши точки схода. И вот линия справа, она пересекает вот эти вот штрихи, которые я отправлял в линии горизонта, и создает нам правильное перспективное сокращение нашего параллелепипеда. Вот таким образом создаются вот эти вот плоскости, которые мы видим у кубика. И если нам нужно немножко его продеталить, и мы хотим его разрезать ниже линии горизонта, посмотрите, что происходит. Точка на передней грани, от нее лучи в точке схода отправляем. И эти лучи, они пересекают наши вертикали в каком-то месте. И вот это передние к нам грани. Для того, чтобы найти задние грани, и мы увидели плоскость, которая раскрывается вверху от нашего кубика, мы также от этих точек отправляем лучи в точки схода. И там, где они пересекаются, и находится точка схода наших граней. То есть мы видим наш кубик в перспективном сокращении, как он раскрывается к нам сверху. Вот такая вот интересная штука. Для того, чтобы ее проще понять, нужно просто попрактиковать. Просто посмотреть может быть недостаточно. Если вы попробуете нарисовать это или, может быть, чуть-чуть начертить, все станет очень-очень ясно. Теперь, опираясь на эти базовые знания по перспективе, я нарисую небольшую идею кресла. Точно так же провожу линию горизонта и начинаю размечать мою идею, и начинаю ее размечать не с основания. По сути, вот вся эта история с перспективой, она нужна для того, чтобы ее знать и держать в голове. Но не обязательно и совершенно не нужно при каждом скетчинге начинать вот рисовать вот то, что я сейчас рисую. Это я делаю скорее для облегчения ситуации. Когда вы нарисуете очень-очень-очень много кубиков, и эта история станет для вас естественной, вы будете перспективные сокращения учитывать совершенно автоматически, как, например, происходит обычно у меня. Я не рисую все эти точки схода, я рисую просто сразу же вот это вот финальное изображение. Вы можете увидеть, что то, что я рисую, это практически тот же самый параллелепипед, который я рисовал до этого, только я начинаю его детализировать. Вот провел вертикальные линии, вот провел линии, которые уходят в точки схода. Вот так появились подлокотники, вот так появляется спинка нашего кресла. Спинка нашего кресла, как вы видите, сокращается так же, как наш параллелепипед выше линии горизонта. Все, что ниже линии горизонта, вот тоже смотрите на тот пример, который я дал слева, и он, в принципе, все поясняет. Тут есть еще одна небольшая сложность, которую я сделал. Я сделал третью точку схода. Вот посмотрите на рисунок, который сверху слева
его вертикали можно также отправлять в еще одну точку схода, которая находится внизу. И это дает достаточно много эффектности для скетча, То есть у вас есть две точки схода на линии горизонта и есть одна точка схода далеко-далеко-далеко внизу. Если она не рядом, то предметы выглядят более естественно. Если эта точка, которая внизу, вы ее поднимаете, она недалеко от линии горизонта, то вся перспектива становится бешено такой вывернутой, но может быть более эффектной. И теперь, когда у меня есть вот эти вот большие формы в правильном перспективном сокращении, я начинаю делать детали. Все это на самом деле очень-очень просто, если вы погоняете кубики. Кубики — это наше все. И там для архитектора, ландшафтного архитектора, те, кто интерьера, те, кто занимается вот такой вот историей с перспективой, это прям, я думаю, что как хлеб насущный. Нужно очень хорошо все это знать и свободно этим владеть. Если мы все делаем правильно, то наш скетч, наш набросок интерьерный, наша мебель находится в правильном перспективном сокращении и выглядит грамотно и убедительно. И теперь, я думаю, нужно построить ножки всей этой истории. И вот я строю ножки точно таким же образом, как я строил элементы, фрагменты моего параллелепипеда на примере вверху слева. И начинаю приносить туда детали. В принципе, вот такая вот основная форма окей. И теперь можно прийти туда с идеей цвета. Я беру аквабраш, ватербраш и начинаю приносить на мой эскиз воду. И эта вода взаимодействует с тушью и размывает ее. Получается такой сепийный классный эффект. И тушь — это Winsor & Newton, Calligraphy Ink. И вот таким образом она хорошо работает. Там, где кажется мне, что нужно добавить немножко интенсивности всей этой истории, я приношу саму тушь с помощью Calligraphy Pen и потом снова прихожу туда с аквабрашем. Вода немножко размывает то, что я нарисовал до этого, но в принципе это такой хороший эффект. И она станет чуть-чуть слабее. Вот этот тон сепийный, он станет чуть-чуть слабее, когда вся эта история немножко подсохнет. И для того, чтобы придать атмосферности, я могу прийти на фон, чуть-чуть размывая, добавляя эффекта воздушности рядом с креслом. Там, где у меня светлые стороны на моем кресле, я могу прийти туда с размытием туши на бэкграунде, на фоне. Там, где у меня темные стороны, например, наверху спинки кресла, может быть, нужно там не очень интенсивно приходить с вот этой тоновой историей. Также очень легко можно нарисовать тень. Можно построить тень, но особого смысла в построении тени я не вижу. Нужно просто понимать основные принципы, и если солнце падает у нас сверху справа, то тень мы рисуем снизу слева. И вот таким вот образом, как делаю я, берем и размываем ее в ничто. Ну, если вы хотите строить тень, то это можно тоже делать, но я обычно смысла такого не вижу, если она не участвует там в каком-то моем конкретном формообразовании и в эффектах, которые я использую. Теперь я подчеркиваю детали, чуть скругляю эту форму для того, чтобы она была такой, как мне кажется, симпатичней. И выявляю вот эти вот все моменты, например, подушку на кресле, на которой сидят, и даю им некоторую детализацию. Я работаю с помощью Calligraphy Pen. Это такой японский вариант ручки или что-то среднее между ручкой и пером, и линером, и маркером. Он очень интересный, состоит из двух пластинок и может рисовать и тонкую линию, и супер толстую линию. И поэтому, мне кажется, это очень удобная история. Вот обратите внимание, как происходит ритмическая структура на рисунке. Темный, светлый. И вот это вот тоже очень хорошо работает. Я делаю немножко насыщения всей этой истории и детализацию. Показываю, каким образом работает моя форма. Стараюсь ложить штрихи
по форме. Что значит ложить штрихи по форме? Это подчеркивать то направление формы, о котором я хочу говорить. Они могут быть либо горизонтальные, либо вертикальные. Если в плоскости вы хотите или в объеме подчеркнуть вертикальные или горизонтальные моменты, вы делаете штрихи соответственно. Итак, штрихи получились очень интенсивные, я прихожу туда снова с моим аквабраш и чуть-чуть размываю их, и они становятся естественными и симпатичными. В этом преимущество водорастворимой туши, водорастворимых чернил, которыми я делаю мой скетчинг. И на освещенную сторону кресла я делаю чуть-чуть такого тонового размытия, для того, чтобы оно так не сильно выбивалось, было более естественным. И так как на подлокотнике слева у меня есть светлый тон, я могу на бэкграунд принести темный тон, и это будет тоже хороший, интересный эффект. Вот такое вот кресло получилось, и я надеюсь, что вам было все понятно. А чтобы было все понятно, нужно попробовать и практиковать, и разбирать вот эту вот историю. Она дико простая, она очень простая, но очень полезная. Если вы разберетесь с этим, вы очень легко можете рисовать объекты в двухточной перспективе, а это, ну, прям основа и ландшафтного скетчинга, архитектурного скетчинга и интерьерного скетчинга. Вот. Ну, тут можно подписать какую-то информацию. Я написал, что это кресло, трехточная перспектива. Вы в практической работе можете там рисовать все, что угодно. Если вы ездите и делаете travel скетчинг, то тоже можно писать подписи какие-то про то, где это было. Но вот это вот основа, которую хорошо бы знать. И она начинается с простой истории кубика. В общем, вот такая история. И смотрите, да, так симпатично работает чернила, работает тушь с водой и с бумагой. Я не помню, что это за бумага. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Меня зовут Кичигин Эдуард. И смотрите в описании к этому видео много клевых видосов в плейлистах. Всем чао-чао. Пока.